Всем привет! Сегодня будем готовить очень простой ужин. Все будем готовить в одной сковороде, чтобы никакой лишней посуды у нас не осталось. Ужин получается, ну или обед, очень вкусным, ароматным, очень много овощей и курочка очень мягкая и вкусная. Для приготовления этого блюда нам понадобится небольшая половинка луковицы, одна средняя морковь, у меня половинка крупной, 3 зубчика чеснока, один болгарский перец и зелень. Также нам понадобятся бедрышки курицы, я уже достала заранее, они должны быть комнатной температуры, вот такие у меня 4 штучки. Также нам понадобится рис, здесь 2 стакана, рис круглый, такой полупрозрачный. Такой рис обычно варится 20-25 минут. Начнем с луковицы. Луковицу нужно будет нарезать сначала полукольцами, потом очень мелко. Чем мельче получится, тем лучше. Также нужно порезать морковку тоже на небольшие кусочки. Морковь я сначала нарезаю на пластинки, потом на полосочки и вот потом на такие маленькие кусочки. Чистим болгарский перец и нарезаем его также на небольшие кусочки. Для этого риса с курицей лучше всего подходит цветной перец, либо красный, либо оранжевый, но в принципе можно использовать и зеленый. Нарезаю перец такими же полосками, потом на небольшие кусочки и стараюсь сделать так, чтобы кусочки все были примерно одинакового размера, как морковь и лук. Так овощи хорошенько прожарятся, они будут одинакового размера и будут красиво смотреться в тарелке. Также нам понадобится чесночок, у меня здесь 3 зубчика, я его сначала раздавливаю и затем мелко нарезаю. Зелень также мелко порубим, у меня это петрушка, но можно использовать в принципе зеленый лучок. С бедрышек я убираю всю лишнюю кожу, она здесь не нужна, это лишний жир, который будет некрасиво смотреться в тарелке. А мы все-таки хотим сделать не только вкусно, но и красиво. Убираем все это лишнее, оно нам не пригодится. Для курицы я буду использовать на данном этапе только соль, поскольку мы ее будем обжаривать со всех сторон, а специи могут гореть. Посолю я хорошенько со всех сторон, и снизу, и сверху, и немножечко вот так разотру. Дальше для приготовления нам понадобится большая глубокая сковорода с крышкой. Ставлю сковородку на огонь, у меня это средний огонь, и наливаю немного растительного масла. Разогреваю сковородку и обжариваю курицу со всех сторон, начиная с той стороны, где находится кожа. Обжариваем курицу на каждой стороне по 5 минут или до темного золотистого цвета. Крышкой на этом этапе закрывать не нужно, но вот бумажное полотенце я положу, чтобы масло не брызгалось на плиту. Прошло 5 минут, курица со стороны кожи поджарилась, посмотрите, какая она красивая и румяная. Переворачиваю ее на другую сторону и дам еще 5 минут. Снова закрою полотенцем бумажным, чтобы масло не брызгалось. Если будете тоже пользоваться этим методом с полотенцем бумажным, то самое главное здесь не отходить от плиты, потому что все-таки это бумага, а на плите у нас огонь. С точки зрения безопасности не очень хорошо, но зато очень эффективно. Курицу я уже обжарила и убрала, и продолжаю обжаривать теперь овощи на той же самой сковородке, на том же самом огне. Начиная с лука, обжариваю его минуты 2, затем добавляю морковку, снова минуты 2, затем сладкий перец и продолжаю помешивать и обжаривать еще минуты 2. Огонь обязательно смотрите, он должен быть достаточно сильный, средний, как я уже сказала у меня, чтобы овощи именно обжаривались, а не тушились, но при этом и не горели. Всего на обжарку овощей у меня уходит 6-7 минут. Сейчас я добавляю чесночок и еще прогрею немного овощей, минутку или 2. Самое время добавить специи. Здесь у меня специи для овощей, немного специй для курицы и также сладкая паприка. Специи также нужно слегка прогреть на сковороде, так они лучше раскрываются. Сладкая паприка в таком количестве особо вкуса не дает, но она придаст цвет и рис будет более золотистый. Добавляем сюда рис прямо в сковородку в сухую и слегка его обжариваем, смешивая с овощами. Так рис впитает все ароматы. Слегка выравниваем рис с овощами и выкладываем курицу обратно, немножко углубляя каждый кусочек внутрь. В принципе, по количеству овощей и риса сюда можно сделать и 6 бедрышек, но у меня в упаковке было 4, поэтому я делаю 4. Если у вас семья побольше, всегда можно добавить больше курицы. Все соки, которые остались от курицы, также выливаем в сковородку для дополнительного аромата. Здесь я подготовила воду, это у меня горячая вода, обязательно заливаем рис всегда горячей водой. Я попробую сейчас на соль, добавляю соль, размешиваю, всегда пробую сначала и только потом заливаю рис. На 2 стакана риса у меня ушло чуть больше, чем 2 стакана воды, но это зависит от типа риса, который вы будете использовать.
Я всегда делаю воды чуть больше и оставляю запасную воду рядом стоять до тех пор, пока рис полностью не приготовится. В процессе приготовления открываю крышку, посматриваю, чтобы ничего не пригорало, и если нужно, слегка подливаю. Посмотрите, вода уже красивого оранжевого цвета. Немного опущу рис туда в воду, чтобы он весь покрылся водой и не лежал на курице. Вот таким образом это должно выглядеть. Накрываем крышкой и оставляем теперь на маленький огонь на 25 минут. У меня уже прошло 25 минут, я попробовала рис, он полностью приготовился. Теперь добавляю зелень, слегка ее подмешаю вилочкой туда внутрь и снова накрою крышку и оставлю минут на 5-10 настаиваться. На этом этапе можно добавить кусочек сливочного масла, будет тоже вкусно, но в принципе курица была жирная и на мой вкус, мне кажется, рису всего хватает. Посмотрите, какой рис получился рассыпчатый, он не влажный, не развалившийся, очень хорошо держит форму, немного похожий на плов, очень ароматный, пахнет перчиком. Я надеюсь, что вам понравился этот рецепт и до встречи в новых видео.